Привет, господа ножеваны! Real Steel E79. Небольшой нож EDC серии ножей компании Real Steel нишевого ценового сегмента. Отличается ярким зеброобразным окрасом и своеобразным подходом к сборке и обработке, из-за чего получил специфические эргономические качества, которые некоторым владельцам могут все-таки показаться изъяном. И речь в данном случае идет о рукояти, компоновка которой сразу обращает на себя внимание. А именно тот факт, что накладки рукояти из G10 сделаны чуть меньше лайнеров. Дизайнерский ход, который имеет право на существование. Но при этом ни с ребер лайнеров, ни с ребер самих накладок почему-то не стали снимать фаски. Было ли так задумано как элемент дизайна, либо это просто следствие удешевления модели. Но в результате этого хода нож в руке ощущается после зализанных рукоятей по меньшей мере непривычно. И хотя грани лайнеров не острые и в руки они не врезаются, в фехтовальном захвате ножа, при котором три последних пальца ложатся как раз на лайнеры, ощущается небольшой дискомфорт. В обратном же и в прямом хвате дела обстоят чуть лучше, хотя при сильном сжатии рукояти в прямом хвате дают о себе знать не только ребра лайнеров и накладок, но и углы последних вот в этом месте темлячного отверстия. В общем, хотя нож и хорошо ложится в руку различными хватами, благодаря форме своей рукояти и подпальцевым выемкам, однозначно он не создан для силовой работы. В остальном к сборке и обработке не возникает никаких претензий. Сами лайнеры, разделенные полосатым бэкспейсером из G10, цельностальные. На этом ноже компания не стала применять излюбленный метод вырезания лишнего металла из тел лайнеров. Да нож и без того получился не очень тяжелым. Вес ножа 107,8 грамм при общей длине 187 мм и длине клинка 80 мм. Клинок у закрытого ножа стоит строго по центру, у открытого не люфтит и фиксируется не очень толстым лайнером, заходящим на начало пятой клинка. Лайнер замка без насечек, но для более удобной разблокировки на противоположном лайнере имеется выемка. Надо отметить, что лайнер на этом ноже с очень-очень мягким ходом. Длинная мягкая клипса ножа крепится тремя винтами в лайнер и имеет возможность размещения как в положении тип-ап, так и в положении тип-даун, но только с одной стороны рукояти. Нож рассчитан явно на правшу, о чем кроме клипсы ярко говорит и односторонний шпинек, о котором чуть позже. Клипса же позволяет довольно легко и надежно посадить нож на карман. При этом глубоко ее не назовешь, кончик ножа вызывающий торчит из кармана. Для открытия ножа предусмотрен тот самый односторонний шпинек, который впрессован и развальцован в клинке. Эстетов и перфекционистов может немного смутить вид шпинька со стороны развальцовки, но тем не менее свои функции он отрабатывает на все 100. Клинок, к слову, обладает отличным флипом и открывается очень легко не только большим пальцем правой, но и указательным пальцем левой руки. Благодаря простой формуле: две шайбы плюс трудолюбие рилстиловских китайцев, помноженное на их же желание, равно дешевый нож с отличной механикой. В результате приложенных минимальных усилий для открытия взору открывается, как уже было сказано, 80-мм клинок 3-мм толщины из стали 8 хром 14 молибден ванадий. Дроп-пойнт с вогнутыми спусками, выраженной рекурвой и сведением в 0,4 мм. В общем, все для хорошего реза, что и демонстрирует нож как при строгании бумаги, так и при строгании картона. И тот материал дается ему довольно легко. Финишированный поперечным сатином клинок оснащен небольшим фальш-лезвием, что должно благоприятно сказаться на его колющих свойствах, и цепкими, но не острыми насечками на обухе клинка для большого пальца, сделанными довольно своеобразно, в том плане, что большим пальцем ощущаются только первые 4 насечки, задние же 4 полностью погружены за линии лайнеров и при захвате пальцем практически не ощущаются.
Что ж, интересный дизайн, веселый окрас, отличная сборка и механика, хорошая, надо сказать, геометрия. Вот только немного портит впечатление обработка, вернее отсутствие таковой в некоторых местах. Это был Real Steel E79. Всем спасибо, оставайтесь на канале, всем пока.